Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Пата. И добро пожаловать в новое видео вашей любимой рубрики под названием «Расслабься». Это же Винкс. И сегодня нас ждет еще одно таинственное дело, связанное с непростым вопросом, который мучает по ночам тысячи, нет, десятки тысяч, нет, сотни тысяч человек, а то и миллионы. И звучит он так. Куда же делись Пикси, Тьюн и Диджит? Немедленно, ни минуты мы переходим к этому сложному делу, но сперва поделюсь с вами классной новостью. Наконец-то книга по сериалу Винкс от Netflix вышла на русском языке. Если вы смотрите все мои видео, то скорее всего вы знаете, что в начале этого года вышел сериал адаптации Винкс на Netflix, который называется Fate the Wing Saga, судьба сага Винкс. И буквально недавно как раз вышла русская версия книги новелизации по этому сериалу. И вы спросите, чем же интересна эта книга, если я уже посмотрел или посмотрела сериал? Интересна она тем, что здесь содержатся некоторые сцены, которые мы не увидели в сериале. И 100% это издание поможет вам лучше прочувствовать эту крутую, таинственную атмосферу Fate и, возможно, лучше понять все фольклорные отсылки, которые были прописаны в этом проекте, но, возможно, пока не настолько хорошо улавливаются в 6 сериях первого сезона. Ссылки на интернет-магазины, где сейчас можно найти эту книгу, я оставлю в описании, а также объявляю конкурс на 3 вот такие издания для моих подписчиков. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, вам нужно всего лишь быть подписанными на меня здесь, на ютубе, также подписаться на меня в инстаграме, выложить сторис с тем, как вы смотрите мое новое видео и, конечно же, отметить там меня. Вернуться сюда, под этим видео написать какой-нибудь комментарий по теме и оставить там свой никнейм от инстаграма. Не ссылку, просто никнейм от вашего инстаграма. И буквально через неделю я объявлю результат этого конкурса в закрепленном комментарии под этим видео. Желаю всем удачи и возвращаемся к теме. Итак, сперва разберемся, кто же такие Тьюн и Диджит и откуда они вообще появились. Тьюн и Диджит — это пикси, маленькие существа из волшебного измерения, где и проживают Винкс. Вместе с Лейлой во втором сезоне в Алфее появились пикси, которые были особенным образом связаны с феями, и эта связь называлась узами, как любовные узы или узы родства. И так случилось, что во время первой же встречи, при первом же взгляде, Тьюн связалась с этими особенными узами с Музой, а Диджит с Текной. Тьюн — это пикси хороших манер, элегантная, грациозная, настоящая леди, которая на 100% знает все правила этикета. Но именно благодаря пикси хороших манер она и стала более нежной и женственной. В то же время Муза воздействовала и на Тьюн определенным образом. Муза гармонично дополняла свою пикси, придавая ей больше баланса в плане ее поведения. Именно благодаря своей фее Тьюн перестала быть такой занудой и брюзгой и стала какой-то более такой веселенькой. Диджит — это пикси технологий. Она логична, точна, расчетлива и не особо склонна проявлять большое количество эмоций. В общем, буквально маленькая копия Текны. Эта парочка просто уникальный случай, потому что все остальные пары Винкс и Пикси буквально противоположности. И это неспроста. Диджит для Текны просто идеальный друг. Они довольно похожи характерами, у них одинаковые увлечения, им в принципе всегда есть чем заняться вместе, и это буквально идеальный собеседник для Текны, которого она ждала всю свою жизнь. Но вот внезапно в 6 сезоне, после длительного отсутствия целый 5-й сезон, мы вдруг снова видим Локет, Амур, Чатту, Пиф, Черри и Карамель. Да, Тьюн и Диджит просто исчезли с повествования в один момент, будто их никогда там и не было. А сами Муза и Текна радостно встречали их новых пикси, как будто бы только их и знали всю свою жизнь. Как же так случилось? И тут нам надо вернуться к одному интересному проекту, о котором, как я заметила, многие в наше время в нашем фандоме особо и не знают. И называется он Pop Pixie. Это такой классный мультик спин-офф, да, до мира Винкс был еще один спин-офф. Вышел он после супер успешного 4-го сезона и рассказывал о жизни Пикси в их деревне, продлился всего лишь 52 серии по 13 минут каждая. Кстати, примерно в таком же формате собираются выпускать 9-й сезон Винкс. И несмотря на то, что многие старожилы нашего фандома любят Pop Pixie, я в том числе, нельзя исключать тот факт, что вследствие популярности этого проекта некоторые изменения произошли в основном повествовании Винкс. Например, Тьюн. В Pop Pixie она выглядит чуточку младше, чем в основном мультсериале, а также почему-то она сменила свои волшебные силы. Раньше она была пикси хороших манер, теперь она Pop Pixie вокальных сил. Неужели это такое серьезное воздействие Музы, что из-за нее у Тьюн изменились магические силы? У Диджит произошла еще более интересная метаморфоза. В Pop Pixie она официально стала мальчиком. И если в основном мультсериале пикси воспринимаются как либо девочки, либо андрогины, потому что они появляются из древа жизни, вот этого,
а то там было еще одно древо жизни, я говорю именно об этом, то в Pop Pixie все довольно сильно изменилось, и изменения коснулись одного из главных персонажей, по сути, этой франшизы — Диджит. В принципе, все пикси, которые были связаны узами с Винкс, выглядели в Pop Pixie уже иначе, и именно такими они появились во второй серии 6-го сезона после долгого отсутствия. И каким образом получилось так, что спин-офф, который по сути выходит за рамки основного повествования, является зачастую параллельной вселенной к основной франшизе, настолько сильно повлиял на основное повествование, что Текно и Муза просто даже забыли, что у них вообще-то другие пикси, я до сих пор не понимаю. Вот почему-то спин-офф Мир Винкс не настолько повлиял на основной мультсериал Винкс, хотя уверена, что сейчас многие предпочли бы увидеть Винкс в 8-м сезоне под кутюр, чем такими, как мы увидели их в результате. Но факт есть факт. Муза теперь связана особенными узами с пикси Погоды, Черри, а Текно с пикси Суперсилы, Карамелью. И все же, почему так случилось? К сожалению, я никаким образом не могу найти логическое объяснение произошедшему, если мы будем смотреть именно в рамках сериала, то есть на событие, как на само событие внутри повествования. Нам все время рассказывали о том, что узы между феей и пикси настолько крепкие, что их не может разорвать ни время, ни пространство, ни расстояние, ничего. И тут нам показывают, как две феи просто забывают о том, что у них были другие пикси. Как это работает? Но если все-таки смотреть на случившееся с точки зрения продакшена, то вроде как все более-менее прозаично. Видимо, Карамель и Черри оказались более популярными пикси по рейтингам Pop Pixie, чем Тьюн и Диджит, и решили заменить пикси и в основном мультсериале, сделав вид, что все так и было. И тут возникает логичный вопрос, почему именно эти пикси именно с этими феями? И ладно, Черри хотя бы более-менее внешне с Музой похожа, хотя, честно вам скажу, я бы предпочла видеть Черри рядом с Рокси, у которой, кстати, до сих пор нет пикси. Вы представляете, какой шикарный тандем был бы? Представитель флоры, то есть природы, такой природной стихии, вместе с представителем фауны, ну идеально же. Но кондитер вместе с феей технологии... На самом деле не совсем так. Карамель или Кора — это пикси суперсилы, и ее магия напрямую связана с физической силой, и вроде с этой точки зрения все более-менее складывается. Но также возможно, что Диджит не попала в 6-й сезон именно из-за смены пола. Возможно, авторы хотели видеть среди пикси Винкс только девочек. Ну а Тьюн не попала в 6-й сезон, потому что она уже стала пикси вокальных сил и не настолько хорошо контрастирует с Музой, как раньше. Но в глубине моей души сидит надежда, что такой резкий чейндж был произведен ради того, чтобы привлечь дополнительное внимание новых зрителей, которые пришли благодаря Никелодеону, к спин-оффу Pop Pixie. Ведь, как я уже сказала, далеко не все сейчас знают о существовании такого прекрасного проекта Rainbow. Забавно при этом, что Тьюн и Диджит все-таки появились в 6-м сезоне, но буквально на пару моментов. В частности, их можно увидеть в 24-й серии, и это значит, что их все-таки не полностью вычеркнули из сериала. При этом заметьте, что Тьюн и Диджит, в отличие от других пикси, которые были связаны узами с Винкс, появились в оригинальных костюмах, а не в костюмах Pop Pixie. Но честно скажу, такие изменения мне очень сложно принять, и я до сих пор считаю, что настоящая, единственная пикси для Текны — это, конечно же, Диджит, а для Музы Тьюн, и никак по-другому. И лучше пары для этих девочек найти просто невозможно. Ну а вы пишите свое мнение в комментариях, кто для вас самая трушная пикси для Текны, кто для Музы. А также не забывайте подписываться на меня, участвовать в конкурсе и переходить в другие видео на моем канале, здесь много всего интересного. Ну а если ты так и не понял, кто такие Тьюн и Диджит и куда там они исчезли, у меня для тебя есть один совет. Расслабься, это же Винкс.